популярные спринклеры Вейклер или как мы внезапно стали их фанатами? Начну честно, мы вообще не хотели спринклеры. Потолок Вейклер – это святое. Это то, что нам особенно нравится в архитектуре нашего дома. И добавлять туда какие-то пупырышки, ну, совсем не хотелось. Наши архитекторы изначально про них даже не упоминали. Первый пермит мы получили без всяких спринклеров. А потом, в процессе стройки, мы решили немного расширить детскую ванную, которую изначально собирались не трогать. И вот тут началась математика. В Калифорнии действует правило: если реконструкция дома затрагивает больше 50% дома, то город требует установку автоматической системы пожаротушения по коду California Residential Code. Мы были на уровне 49%. Добавь пару метров и привет 50+. Мы решили не менять скоп. Однако архитектор уточнил в городе и получил очень неприятный ответ. Если второй независимый пермит, который мы собирались делать, будет получен в тот же год, что и закрывается первый, это будет считаться одной реконструкцией. И спринклеры потребуют в любом случае. Представляете, если бы мы узнали это после того, как закрыли крышу? А в Вейклер, напомню, нет чердака вообще. Потолок – это крыша. Чтобы что-то провести, нужно вскрывать крышу. Для спринклеров пришлось бы фактически снимать всю новую крышу целиком. Мы всерьез рассматривали вариант отложить вторую фазу на год, чтобы избежать этого. Но жить год в полуготовом доме – сомнительное удовольствие. Поэтому приняли взрослое решение. Ставим спринклеры сейчас, пока крыши еще нет. И как всегда, Вейклер – это все отдельная история. В обычном доме трубы можно спрятать в межэтажных перекрытиях или в чердаке. В Вейклер нет чердака, и крыша низкая, балки видимые, и толщина конструкции ограничена. Поэтому система проектируется очень аккуратно. Трубы идут внутри потолочной конструкции, а головки спринклеров должны быть либо встроенные, либо аккуратно выступающие. Хорошая новость: спринклерные головки не обязаны быть строго горизонтально. Они могут быть под углом, и поэтому их можно выровнять по линии ската крыши. Это нас спасло эстетически. Вода подается по пластиковым трубам 2 с лишним дюйма толщиной. И если труба выходит на улицу, то она уже должна быть из более устойчивого материала в погоде. Мы постарались все трубы провести внутри, и трубы с улицы у нас заходят в гараж, а дальше обходят балку и идут на крышу. Можно было бы сделать дырку прямо в балке, мы даже получили разрешение от нашего инженера. Однако дырка в 2,5 дюйма в балке шириной 3,75 не выглядит безопасно для меня. И мы решили play it safe и аккуратно обвести вокруг. Как же на самом деле работают спринклеры? Многие, как и я раньше, думают, что если один сработал, вода польется сразу везде. Это миф. В жилых домах устанавливаются системы по стандарту NFPA 13D для частных домов, и каждая головка автономна. И вот важный момент. Внутри головки спринклера фактически два температурных элемента. Первый – это защитный декоративный колпачок, cover plate. При относительно более низкой температуре, обычно около 135-150 градусов Фаренгейта, он отпадает. Это еще не подача воды, это просто открывается сам механизм. Второй – это стеклянная колба с термочувствительной жидкостью. Она рассчитана на более высокую температуру. И когда температура достигает этого нового порога, колба лопается. И только тогда начинает литься вода. То есть сначала снимается защита, потом при еще большем нагреве активируется сама подача воды. И срабатывает только та головка, рядом с которой действительно высокая температура. Не весь дом, не все комнаты, не если что-то замкнуло. Именно поэтому вероятность случайного затопления минимальна. Системе нужна реально тепловая нагрузка. А теперь бюрократия и реальность.
Чтобы поставить пожарные спринклеры, нужен отдельный пермит от пожарного департамента. Мы его получили не с первого раза, потому что параллельно вносили изменения в основной строительный пермит, как раз для той самой детской ванной. И эти изменения конфликтовали. Эта бумажная история заняла еще несколько месяцев. Сама установка спринклеров – неделя. При этом первые 2 дня мастер просто клеил малярный скотч на потолок и отмечал расположение головок, а я двигала их на пару сантиметров вправо-влево, потому что вот тут линия красивее. Мне кажется, что трубы он провел за 1-2 дня. Несколько месяцев согласований и буквально несколько дней физической работы. А поиск подрядчика – это вообще отдельный квест. Я написала, позвонила 5 компаниям в нашем округе, и никто не ответил. Я до сих пор не понимаю, как работает этот рынок. Люди будто не хотят работать. В итоге пришлось брать рекомендацию у наших архитекторов. Наша задача также была со звездочкой. Нужно было установить систему так, чтобы пройти финальную инспекцию нашей первой фазы, а затем во второй фазе перестроить еще половину дома, и чтобы схема продолжала соответствовать новой конфигурации. Я лично проверяла схему. Да, конечно, с помощью чата GPT. Требования штата и требования города могут отличаться, поэтому это отдельный уровень квеста. Понять, что именно от тебя хотят. Теперь немного расскажу про инспекции. Первая инспекция – это проверка расположения головок и гидростатический тест на протечки. А вторая инспекция – это проверка давления воды на входе в дом. Между ними неделя ожидания, но, к счастью, вторая не блокирует остальную стройку. Однажды, когда я отвозила один из чеков в офис компании, которая занимается установкой спринклеров, если вы не живете в США, то знаете, чековые книжки тут до сих пор живы и здоровы. Менеджер там подробно мне объяснял, как работает эта система. В идеальном мире я бы просто доверилась специалистам, но если это твой дом, то лучше понимать каждую мелочь, потому что ошибки делают все и всегда. Если ты не хочешь, чтобы твой дом однажды залило из-за неправильно установленной системы, то лучше самому разобраться заранее. Так что несколько ночей я изучала пожарные спринклеры и потом задавала те же вопросы инженерам. Некоторые ответы, кстати, не совпали. И теперь я думаю, а кому же верить? Если честно, спринклеры – это не была история про «мы вдруг осознали важность безопасности». В нашем доме везде есть egress windows, большие окна выхода, которые по коду позволяют эвакуироваться. Мы изначально все это понимали. Так что это была история про правила. Про то, что в Калифорнии 49 и 50% – это 2 разных мира. Про то, что даже если ты получил пермит без спринклеров, изменения в процессе стройки могут полностью поменять требования. А также про то, что в Эклер любое решение, связанное с потолком, нужно принимать сразу, до того, как закрыта крыша. Если бы мы узнали об этом позже, выбор был бы намного сложнее. Снимать крышу или жить год в недостроенном доме. Удовольствие сомнительное. Поэтому это решение было не эмоциональным, а стратегическим. Раз уж крыша открыта, делаем все сразу сейчас. И еще один вывод для себя я сделала. В реконструкции нельзя полагаться на примерно. Нужно задавать вопросы городу, уточнять детали, спрашивать подрядчиков. И даже если архитектор говорит, что это несложно, потому что несложно не значит безопасно в смысле пермитов. В итоге несколько месяцев бумажной работы ради системы, которую установили за неделю. Так выглядит стройка в реальности.